Всем привет из солнечного Египта. Я нахожусь в отеле Titanic Royal на солнечном берегу Красного моря. Вот. И сейчас подошло время обеда. Обед проходит вот в этом вот ресторане. Видите, вот сзади меня. Это один ресторан. В нем проходят все, и завтраки, и обеды, и ужины. Вот, несмотря еще, есть еще а-ля карт рестораны. Сейчас мы посмотрим, что нам дают в отеле Titanic Royal. И сегодня у нас гамбургеры. Вот в этой вот части очень много народу. Не сказать, что здесь вот огромные такие вот очереди, но вот собираются. Смотря что, конечно, дают. Сегодня гамбургеры, поэтому народу немало. Гамбургеры дают 5 видов. И вы знаете, довольно-таки они качественные. Неплохой вкус самой котлеты. Видите, вот они сырые, подготовленные. Видно, что хорошая говядина. Сыра немного, но они реально такие по египетским меркам довольно-таки неплохие. Ну что, пройдемте дальше. В этом месте жарят на обед много что. И кофту, и там сэндвичи, и всякое мясо. Поэтому на обед бывает довольно-таки немало вкусных вещей. Вот заходим прямо в ресторан. Приятненько здесь, хорошо. Кондиционеры, украшенные столы, вы видите. Вот, довольно-таки красиво в ресторане. Он поделен ровно на две части. И сейчас я сниму вам сладкий стол. Он бывает разный в зависимости от недели и от контингента, который, наверное, купил эти вот путевки. Поэтому я видел здесь столы и намного покруче. Но смотрите, вот, например, есть египетские сладости. Есть что-то такое европеизированное. Есть торты, пирожные. И вы знаете, они не так, как вот во многих отелях. Они все одинакового вкуса. Нет. Здесь вот есть шоколадный, здесь вот белый шоколад. Вот шоколад с орехами. Довольно-таки они все неплохие и довольно-таки неплохого качества. Сейчас в сторону. Есть микроволновочка подогреть. Это совсем неплохо, когда вы берете что-то прохладное или тот же кусок вот пиццы есть здесь вот в хлебной части, и вы можете его подогреть. Это, по-моему, неплохо для детей какое-то питание. Вот такая вот красивая стоечка. Смотрите. Сколько здесь всякой хлеба, сколько вкуснятин. Вон, видите, доносят постоянно. Еще самое начало обеда, прошло только полчаса. С часу до 3 проходит обед в Titanic Royal. И уже побрали, люди разобрали сладкое и его добавляют, доставляют. Ну вот я вот такой сделаю обзорчик вот по кругу, смотрите. Но вы видите очереди? Нет, я не вижу очередей. Поэтому очередей, как бы можно сказать, нету. А если бывает, то огромная редкость. Если, конечно, вот здесь вот в середине на ужин дают какого-нибудь там индюка или там бывает даже верблюда. Поэтому все мы здесь пробовали. Ну вот, хлебную часть я заканчиваю. Пройдем к супам. Супы очень разные и довольно-таки неплохие. Они более такие, конечно, кашеобразные. Но есть даже вот, я бывало пробовал и суп такой похожий на рассольник. Ну, довольно-таки неплохого качества супы. Все вот эти вот вещи можно добавить в суп. Поэтому очень хорошо. Так, здесь у нас говядина, да. Жарят, конечно, говядину. Вот такой приветливый у нас шеф-повары, всегда улыбаются, всегда приветливые, веселые. Вот, маринованная говядина в каком-то соусе. Вот, обжарка ведется в 2 частях. Вначале на одном противне, потом перекладывают его на другой. Здесь она уже доходит.
довольно-таки тонкая, поэтому говядины с каким-то красным мясом вы не получите. Ну да, происходит подача через стекло, поэтому приходится добывать. Так, дальше пробежимся быстренько по вот такой вот стойке, где находятся остальные блюда горячего стола. Алло. Курочка, овощи, рис. Долму можете попробовать. Хотя египетская долма, она не настолько именно вкусная. Рыба. Дальше немножечко я обойду людей. Очень много подошло сразу. Рататуй. Картофель запеченный. Рыбка на гриле. Сейчас я подошел к зеленому столу, овощной. Это у нас огурцы, перцы, капуста, помидоры. Вот это тыква, походу, натертая. Так, салатные овощи, салатные листья, листья крупного салата, мелкого салата. Но большое количество. Есть горчица, майонез, смешанный с кетчупом, соус. Довольно-таки большой выбор соусов. Можно пользоваться вот этими вот маслами. Вы видите, какой их выбор. Устричный, уксусы есть, бальзамический уксус, баклажаны. Там опять какой-то картофель запеченный. Есть тахини обязательно, куда же без тахини. 2 вида оливок. Опять же, смотрите, какой интересный. Это лук. Да, лук. Какой-то маринованный лучок. Вот. И салатики. 4 у нас кофейных автомата. И в них довольно-таки неплохого качества кофе. Здесь посередине между двумя барами вы можете взять напитки. Алкогольные, безалкогольные. Вино. Ну, качество вина я даже объяснять не буду, потому что если вы были уже в Египте, вы знаете, и оно ничем не меняется. Вот они, аппараты. Есть горячее молоко, горячая вода для чая. Ну и здесь, конечно, у нас паста. Вот, паста, обязательно паста. Паста 4 видов, я вижу. Есть пенне, спагетти. Вот, что у нас из добавок? Есть болонеза, есть сырная добавка. Вот. И, конечно, томаты. Вот я обойду вот так вот. Это у нас есть помидоры, лучок. Я вижу перец, сладкий сыр, курица мелко порезанная. Вот. Короче, вкус пасты, смотрите, как виртуозно обращается повар с пастой. Приятно посмотреть, также приятно и попробовать. Просто красота, супер. Две части ресторана очень похожи друг на друга. Видите, вот в этой части опять же есть супы, но только один. Это вот я во второй, вот я обзор делал первый той части. Сейчас я перешел как бы сказать, от центра, от входа в левую часть. Но зато здесь у нас есть египетские блюда. Это довольно-таки очень интересно, и они часто всего вкусные. Но попробовать зато вам удастся египетскую еду. Вот смотрите, у нас есть рис, у нас есть рыба, тоурли. Это я вижу баклажаны, цукини, все это в томатном соусе, говядина. Смотрите, это чуть ли не мексиканская рваная говядина с картошечкой, лучком.
Запах я уже чувствую обалденный. Ну и, конечно, для тех, у кого болят животики, да и никто не очень хочет чего-нибудь солененького и не солененького, есть курочка, есть морковочка и есть рыбка. Все это вареное, нежненькое. Сейчас я сразу же подойду вот к такой части масел, приправ. Посмотрите, пробежечку сделаю такую вот. Да, здесь очень много чего повторяется и стоит, конечно, по пару бутылок, но сам вид какой, посмотрите, бомбезный такой. И вот в этой части, да, конечно, уже пару тарелок, вот видите, уже убрано, уже съели самое вкусное. Перчики в этой части есть маринованные. Да, интересно попробовать, что это за лук такой прикольный. Вот, салат. Ну и здесь я сразу так вот пролечусь, потому что чаще всего здесь все дело. Нет, смотрите, здесь гриль-фиш, здесь уже другая. Там была типа пангасии, а здесь какая-то типа что-то скумбрии. Рыбка другая. Да, здесь каннелони есть с говядиной. Чуть-чуть отличается, да, отличается. Но не всегда и не очень часто отличается, но отличия, конечно, есть. Вот. И осталось посмотреть, что дают из фруктов. Вот посмотрите, есть сейчас на данный момент вот такой вот. Я просто вот сделаю протяжечку. Это дыня внизу. Внизу яблоко, ананас, слива, груша. Опять дыня. Опять яблоко, грейпфрут. Наверху груши, сливы, персики, яблоки и египетские ананасы. Спасибо. Да, пахнет. И вкус ее обалденный. Так что столов, смотрите, всегда хватает. Это центральный вход в рестораны. Немножечко я сниму вот так вот, чтобы было видно, в какие дни, какая тематика ужинов. Вход эскалатора. Ну, когда же Титаник без такого шикарного входа? Ну, это, конечно, туз. Туз, как бы здесь написано, что есть тусовка, но в реале здесь такая тусовка очень-очень-очень минимальная. Смотрите, вот не середина, но уже час как обеда, и есть все еще столы свободные и в этой части, и в этой части довольно-таки немало свободных столов, поэтому всегда вы найдете место. Уборка происходит быстро. Вот видите, там уже сразу подготавливают свободные места. Кто покушал, сразу же выкладывают новые приборы. Пробую кофту. Куфта. Чистая, хорошая говядина, минимальный приправ. Это вообще подобие для кебаба. В этом отеле отлично ее готовят. В меру она соленая и довольно сочная, потому что очень много я пробовал. Именно готовят, она очень сухая. А здесь отлично. Рыбу-гриль попробуем. Она не дожаренная, но сырая внутри.
Тут кусок нельзя пробовать. Я в сторону беру. Она сырая. И одна, и вторая сырая. Извините, не удастся попробовать. У меня есть еще говядина, так что рыбу нет. Как-то брал всегда готовую вот именно уже из коробки, из этой, из подноса. Там была хорошая. А вот тут как-то повар не дожарил. Говядинка. Отличная, мягкая. Супер. Говядина просто шикарная. Они очень интересно мало добавляют специй, чтобы как бы нам подошло всем. Потому что если переперчить или пересолить, или добавить, особенно как вот есть в отелях марокканские специи, конечно, убойная вещь, здесь минимально. И вот египетская курица. Курица, томатный сок, перец сладкий, немножко соли и все. И вот в этом вот тушеная курочка. Поэтому нежно, мягко, с минимум вкусов. Рулетик еще вот есть вот такой. Смотрите, вот такой рулетик выглядит. Морковка, крабовая палочка. Снаружи темненькое, непонятно что. Похоже на рыбный бульон, сделано желе и залит вот такой вот рулетик. Да, съедобно. Не скажу, что вкусно, но съедобно. Так что, ребятки, как-то вот так вот. Обеды всегда разные. Потому что, я думаю, это все-таки из-за контингента. Когда приезжают больше немцев, когда приезжают более богатые страны, те, которые покупают более дорогие билеты, то реально очень сильно отличается и сервировка столов. Подача, дороже мясо, дороже нарезка, больше выбор. Поэтому отличие точно есть. Поэтому то, что вы увидели на данный момент, я не гарантирую то, что вы получите тот же самую еду по вашему приезду, по вашему отдыху в Египте. Ну что, ребятки, будем заканчивать обзор обеда. Подписываемся на канал, на основной канал. Вот. Будем общаться. Буду, думаю, еще много снимать про Египет и не только Египет. Вот, потому что все-таки это лайв. Вы находитесь сейчас на канале Ассорти про еду лайв. Хорошего вам отдыха, хорошего вам загара, яхту, супер машину и много-много денег. Всего хорошего. Пока.